заботу о женщине, у которой был обнаружен рак молочной железы. A cancer diagnosis is the most feared of all diseases. Среди всех заболеваний наибольший страх вызывает именно диагноз рак. Again, it can bring stress to the patient's carers, family, and even professionals. Он привносит стресс как самому пациенту, тому, кто о нем заботится, его семье, также профессионалам. It's not only just the fear of cancer itself, but also the fear of treatment and the fear of disfigurement. И здесь не только боязнь рака как самого, но также боязнь лечения и боязнь того, что тело будет изуродовано после лечения. Oftentimes, women will experience anxiety, overworry, apprehension, and stress, again with the diagnosis of breast cancer. И очень часто у женщин возникает беспокойство, чрезмерное беспокойство, различные опасения и стресс. Все это вызвано с диагнозом, с поставленным диагнозом рак молочной железы. It is estimated that 30% of women diagnosed with breast cancer will suffer some type of psychological distress sometime during her illness trajectory. И было установлено, что 30% женщин, которым был поставлен диагноз рак молочной железы, будут страдать психологическими различными заболеваниями в какой-то из отрезков на ее пути. В какой-то момент лечения все равно у нее вот это настанет. And that's just a percentage as healthcare professionals that we should not accept. И это всего лишь вот профессионально подсчитанные 30%. Or ignore. Мы не должны не принимать, не игнорировать это. Often it's, what will this mean for my future? Or will I even have a future? И зачастую женщины задают себе такие вопросы: а что это значит для моего будущего? И вообще, есть ли у меня будущее? Too often, the clinical approach to cancer management has been to address the diagnoses, treat the disease, identify the problem, treat the pathology, and clinical symptoms, period. Зачастую клинический подход, он подразумевает следующее видение. То есть поставить диагноз, назначить лечение, другими словами, идентифицировать проблему и исцелить патологию. Симптомы, клинические симптомы. In 1977, Engel proposed that biological, psychological, social, and structural processes operate in a matrix connected inextricably influencing all aspects of mental and physical health. В 1977 году Энгел предложил, что биологические, психологические, социальные и структурные процессы должны взаимодействовать в некой неразрывной матрице, потому что все аспекты являются очень важными для как ментального, так и физического здоровья. The forging of in-depth connection between the biological, the social, and the structural levels of analysis are necessary to best understand the complexity of patients and their disease. То есть нам нужно очень сильно буквально вот сковать, создать очень сильные связи между биологическими, социальными, структурными уровнями анализа, и как бы они необходимы для того, чтобы наилучшим образом понять сложность многоуровневости пациентов и их заболеваний. The biopsychosocial model promotes better health outcomes and increases patient satisfaction. Биопсихологическая модель, она предполагает лучший исход заболевания и также повышает уровень удовлетворенности пациента. An approach to clinical care is a way of understanding how suffering, diseases, and illnesses are affected at multiple levels. То есть подход к клиническому лечению должен быть таким, то есть нужно понять, как вот эти страдания, болезни отражаются на множестве уровней.
understanding the patient's subjective experiences as an essential contributor to accurate diagnoses, health outcomes, and just human care. Это способ понять субъективный опыт пациента как самый важный контрибьютор к правильной постановке диагноза, к исходу болезни и просто вот к человеческой работе. It's imperative to fully understand and recognize how the diagnosis and treatment may affect not only the patient, but the patient's family, possibly her friends, her employer, or even the community. И просто абсолютно необходимо полностью осознать и признать, как диагноз и лечение может повлиять не только на самого пациента, но и на его семью, на друзей, на работодателей и вообще в целом на общество. Dealing with breast cancer diagnosis alone could be devastating. И когда остаешься один на один с раком, это просто может иметь разрушительные последствия. It must include more. То есть нужно больше. Aspects of patient concerns may include illness and course of treatment. То есть о чем беспокоится пациент? Например, он беспокоится о самом заболевании, о том, как будет проходить лечение. You may hear, I'm scared of hospitals and surgery. What can I expect to happen next? Вы можете услышать следующее. Я боюсь больниц, я боюсь операций. Что мне дальше ожидать? You may hear family reactions, dynamics, and changes in responsibilities. Вы можете наблюдать за реакцией семьи, потому что меняется в семье ответственность. You might hear, are my daughters predisposed to this disease? И вы можете, например, слышать такие вещи, а у моей дочери может ли быть подобное? Or now my husband won't even look at me. Или, например, теперь мой муж не взглянет на меня даже. Sometimes financial implications of illness and treatment are there. И иногда также возникает беспокойство, например, о финансовой стороне дела, когда будет проходить курс лечения. Will there be out-of-pocket expenses for my medicines or other things? Не разорит ли, не оставит ли нас без копейки мое лечение, все расходы связаны с лечением. From a financial or an employment perspective, can I still work? Да, или, например, вот смогу ли я вообще еще работать? So there may be disability, pension, transportation, social issues. То есть, например, мысли об инвалидности, о пенсии, о том, как человек будет передвигаться, о каких-то еще социальных проблемах. Contemporary treatment must fully embrace and include the family, possibly friends, whomever is important to the patient. И современное лечение должно включать в себя семью, друзей и других людей. The biopsychosocial model is both a philosophy and a clinical care approach. Биопсихологическая модель, она является как и философией клинической заботы, да, клинического лечения, так и она может легко осуществляться на практике. It may require various disciplines, an interdisciplinary approach. То есть она может включать в себя много дисциплин и также интердисциплинарный подход. Maybe referral to social workers, psychologists, community support. Нам будут необходимы социальные работники, поддержка общества. Add-on or mutate in practice. Ну, то есть, Yes. The model requires a whole change of philosophy and practice, not just adding on additional services. То есть здесь как бы идет такая игра слов, то есть мы добавляем просто что-то к лечению,
Нет, не добавляем. То есть здесь нужна именно вот мутация полностью в подходе к лечению, к самому. It's important to recognize that illness disturbs relationships, both within and outside the body. То есть нужно полностью осознавать, что болезнь, она проникает в отношения внутри тела и снаружи тела. Therefore, healing is about restoring relationships and must include more than physiological disturbances. И поэтому, вот, то есть, лечение, оно включает в себя вот восстановление внутреннего баланса вот этого, да, и поэтому здесь нужно нечто большее, чем чисто вот работа с физикой, да, с телом. And we know with cancer, healing is still possible even if death is imminent. И, ну, что касается вот работы с раком, мы с вами знаем, что лечение возможно даже в том случае, если пациент терминален. We recognize the relationship between mind and body in relief of pain, nausea, and anxiety. Мы осознаем, что существует вот эта связь между телом и душой, и сознанием. И, например, нам нужно избавить человека от боли, от тошноты, от обеспокоенности. And that relationship between the descendant, the ability to give and receive love, sees oneself as vulnerable or economically productive. И, ну, то есть тут нужно выйти на такой трансцендентный уровень, давать любовь, получать любовь от человека. Care may include time for somebody to react to a serious illness. То есть, безусловно, человеку нужно будет время, чтобы как-то реагировать на поставленный диагноз. A care conference or social care plan. То есть нам необходим будет социальный план, да, социальной заботы. Or even advanced care planning at end of stage or end of illness. И даже вот на финальной стадии заболевания, когда уже больной подходит к своему концу, все равно можно составить расширенный план заботы. It's important to help navigate a woman through a difficult diagnosis. То есть женщине нужно помочь пройти через вот этот путь поставленного ей диагноза. With chemotherapy, with radiation, etc. У нее будет лучевая терапия, химиотерапия. Well-planned management of care includes others. Если ведение болезни хорошо спланировано, again, the most important predictor to psychiatric distress and adjustment is fears of how other people will react to that. И вот одной из причин стресса и страха также является проблема, как другие люди будут реагировать на меня. Coping is important to recognize. Очень важно помочь женщине справиться с этим. Again, requiring a collaborative approach. Безусловно, здесь необходимо будет профессиональное сотрудничество и интердисциплинарное. To recognize the psychosocial concerns. Безусловно, признать, что необходимы психосоциальные подходы. Funding is important. То есть необходимо иметь на это финансирование. Again, interdisciplinary approaches. Но опять-таки междисциплинарность. Maybe community support through therapy. Возможно, групповая терапия, да, например, как форма социальной, да, как форма помощи от общества. And a woman's quality of life, and with a diagnosis of breast cancer, it can certainly be enhanced through everyone's biopsychosocial approach to care. И, безусловно, качество жизни женщины с поставленным диагнозом молочной железы может очень существенно улучшиться, если как раз-таки ее будут сквозь заболевания вести при помощи биопсихосоциального подхода и заботы. Спасибо. 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 Сейчас подойдут